Ну что, всем привет, криптоманы и криптовуманы, с вами CryptoChell, и сегодня мы поговорим о новой NFT игре с очень уникальной экосистемой и, конечно же, красочным дизайном. Давайте посмотрим. Итак, проект называется Герои Мави, Heroes of Mavia. Здесь вы будете строить базы, добывать ресурсы, улучшать своих игроков, здания и за это получать внутриигровую валюту. А как это все выглядит, давайте пройдемся по сайту. Сейчас мы находимся на главном сайте. Вот так вот нас встречают красочными картинками, и вы можете заметить фрагменты базы, фрагменты постройки базы вот здесь вот, и кто-то скажет, это же похоже на Clash of Clans. Да, я вам скажу, очень похожая игра на Clash of Clans своей механикой, своим построением, но в целом это абсолютно уникальная игровая система, где вы можете зарабатывать, а не просто играть. Поэтому настоятельно рекомендую не пропускать этот проект, тем более, что в будущем он еще и выйдет на смартфонах, а это плюс к играбельности. Еще один фрагмент с карты, прямо с боя. Это вот один из героев, который будет у нас для того, чтобы атаковать и защищаться. Интерфейс до боли знакомый, мы будем также получать 3 звезды за победу максимально и определенное количество внутриигровой валюты Руби. Но об этом поподробнее попозже. Также разработчики говорят нам, что мы можем улучшать своих героев за внутриигровую валюту, что не может не радовать, так как сжигание токенов это всегда только плюс для курса. Естественно, будет внутриигровой маркетплейс, где мы сможем совершать различные операции по продаже земли, героев и еще одна уникальная фишка, которую я встретил только в Мави. Вы сможете сдавать в аренду землю другим игрокам и получать с этого пассивный доход. Есть два типа заработка: сдача в аренду на пассивку и сдача по партнерке. Об этом тоже поподробнее чуть-чуть попозже. Ну и, конечно, давайте пройдемся по партнеркам. Мы видим здесь Binance Labs сразу же, да, и другие крутые инвесторы. Genblock Capital, Mechanism Capital, достаточно крупные инвесторы, которые помогут этому проекту развиться. Ну и, конечно, дизайнеры, полностью разработка всех игровых механик была за командой студии Scryse. Вот здесь мы можем увидеть Тиму, которая помогала реализовывать этот проект. Далее окунаемся в roadmap и видим, что прямо здесь они говорят нам, что мы только начинаем, а впереди еще большие победы и достижения. Посмотрите, здесь у нас уже создано сообщество, да, оно уже есть, я уже состою в Дискорде, подписан на Twitter, Telegram и тому подобное, чтобы следить за всеми анонсами и не пропускать ничегошеньки. Вам тоже настоятельно рекомендую это сделать. Совсем скоро мы увидим запуск токенов и, конечно же, продажи земель и NFT. После чего для владельцев земель и NFT будет альфа-тестирование, естественно, со своими плюшками, поэтому следите за анонсами, покупайте, приобретайте NFT и участвуйте в альфа-тестировании, я вам настоятельно рекомендую это сделать. После будет запуск публичной беты, где могут уже поучаствовать практически все игроки. Ну и, естественно, большой глобальный запуск с большой пиар-компанией, который привнесет в эту игру еще больше новых игроков. Вообще, представители Mavi говорят, что на сегодняшний день рынок NFT достаточно насыщенный, но до сих пор в нем не существуют классные игрушки, которая бы реализовывала все потребности игроков, при этом была красочная и с устойчивой экосистемой. Поэтому они взяли достижения двух основных миров, это Axie Infinity в криптомире и Clash of Clans в моба играх, соединили их, продумали экосистему и выдали нам вот такую вот классную игрушку Heroes of Mavia. Ну а теперь по токеномике. Всего в игре будет два вида токенов. Токены Ruby и токены Mavi. Естественно, Ruby вы сможете зарабатывать, играя в игру, получать их за победы, выводить на кошелек и также выводить на биржу. Ну а токены Mavi будут использоваться в основном для внутриигрового маркетплейса, где вы сможете покупать, продавать, естественно, свои NFT и также выводить токены Mavi на биржу
и получать с этого доход. Очень примечательно, что токены Ruby будут очень много где сжигаться. Смотрите, если мы зарабатываем Ruby в игре, Ruby чеканится. Если мы улучшаем какое-то здание или героев, Ruby сжигаются. При этом, если мы выводим Ruby на кошелек, Ruby выводится с комиссией, которая также сжигается, естественно, в токенах Ruby. Это есть хорошо для курса Ruby, это есть хорошо для развития дальнейшего проекта. В игре будет 3 вида NFT, как я уже и говорил, со своей уникальной ценностью и целью в игре. Это земли, первые оплоты, да, где вы будете строить свои базы. Далее это будут герои. Герои помогают как в атаке, так и в обороне. Также есть священные статуи, которые также размещаются на базе и помогают вам ускорять различные процессы, например, ускорять время регенерации и повышать некоторые статистики, возможно, к защите плюс или к атаке героев. Об этом мы узнаем, когда уже игра выйдет на тестовый уровень. Ну и самое сладенькое, то, о чем я вам и говорил, когда мы начинали этот ролик, о том, что здесь есть уникальная система аренды земель, которую я пока ни в каких NFT играх в такой проработке не встречал. Смотрите, помимо стандартной покупки-продажи земли, вы можете еще сдавать базу в аренду. То есть, сдавая свою базу в аренду, вы получаете фиксированную ставку в мае, но при этом не получаете никакие руби за те игры, которые происходят на вашей базе. Но игрок, который играет на вашей земле, строит базу, развивает ее, и весь прогресс этой базы сохраняется за вами на этой земле, что несет в себе уникальную возможность далее сдавать эту землю еще по более дорогой цене, когда закончится контракт с одним из игроков. Смотрите, простыми словами это выглядит таким образом. Вы покупаете пустую землю, сдаете ее в аренду, какой-то игрок приобретает ее по фиксированной ставке, играет в нее определенное количество дней, строит на ней базу, зарабатывает руби, зарабатывает на этом и далее решает, что ему на этом хватит. После этого ваша ставка заканчивается, вы получаете обратно назад свою землю, но уже с сохраненной на ней базой до какого-то левела определенного, до которого успел докачаться тот игрок. Соответственно, цена подросла, потому что не нужно начинать ничего заново. Другой игрок может уже купить эту землю с построенной на ней базой. Ну и примерно по такой же системе вы можете создать партнерские отношения с игроками. Тем самым вы не будете получать токены Mavia, но вы будете получать токены Ruby с каждой игры, которую сыграет игрок на вашей базе. Пропорционально они будут делиться 50 на 50 и зачисляться вам сразу же после каждой победы игрока. Ну и теперь вот она вся токеномика в одном виде. Вы можете увидеть, что на Private Sale выделено 15%, что достаточно интересно и много. Многие смогут зайти, если будут следить за анонсами и успеют залететь на Private Sale. Еще мне очень понравилось, что много-много очень выделено на стейкинг. 25% целых. Тем самым сдача в аренду земель становится все более интересной, да. Ну и, конечно, Play to Earn 10% довольно стандартно, ни много ни мало, как надо. В общем, ничего подозрительного здесь нету, все достаточно лаконично и круто выглядит. Ну что же, студия Scris базируется во Вьетнаме, здесь немножечко информации об этой студии и об их разработках, об их миссии. Ну а в целом по игре я вам хочу сказать, что игра совместила в себе два величайших опыта нашей современности. Игровой опыт Clash of Clans, экономический опыт и игровой нашего мира от Axie Infinity соединила это, и на мой взгляд получается достаточно интересная, шикарная игрушка, в которую нужно заходить уже сейчас. Следите за всеми новостями в Дискорде, участвуйте в развитии сообщества, комьюнити, ну и, конечно, не забывайте подписываться на Telegram, Твиттер этого проекта, следить за новостями и пресейлами. Ну что же, с вами был CryptoChell, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ставьте лайки также, не забывайте этому видео. Ну а я буду продолжать писать вам классные обзоры. И на этом у меня все. Пока-пока.